Ну чё, друзья, здорово всем! С вами Миш Плюшка и канал бывшего осужденного Джерик. Передает вам привет. Сегодня смотрим, ролик. Видите, уже написано отношение к солдатам на зоне. Ролик эксклюзивный, ребятки. Там какие-то 90-е годы. И сидят там два типа, там типа блатные. И рассказывают типа за зону и за отношение типа к солдатам. Вот, у меня есть ролик, кстати, он называется типа «Спрос за армию в тюрьме». И сейчас я вам открою секрет, я его уже посмотрел. Вот, многие люди, которые мне там что-то писали, какую-то херню, типа, да ты ничего не знаешь, там ничего такого нет. Вы сейчас убедитесь, что я в то время говорил правду, как в принципе и всегда. Но перед просмотром прошу вас подписаться на канал, если кто не подписан, поставить палец вверх. Что еще? Если открыть описание, там можно увидеть разные интересные штуки, в том числе закрытый телеграм-канал, где все без цензуры, и вы можете задать мне свои вопросы. Вот, как туда попасть, смотрите видеоинструкцию и пишите комментарии, ребят, что бы вы хотели, чтобы я еще обозрел. Самый интересный комментарий я закрепляю, и он на первом месте висит, его видят все, лайкают, еще там что-то, оказывают вам всякие знаки внимания. Вот. В принципе, что базарить долго, да? Погнали, наверное. Кстати, не забывайте тоже Инстаграм, ВК, все дела подписываться. Go. Ну, вперед. Самое сложное, с чем приходится сталкиваться человеку, который попадает сюда. Вот они. Наколочки, оп, татуировочки. Старые арестанты, сразу видно. Он попадает в эту среду, ну а здесь просто вот так с ним разговариваешь, касается разговора. Ну а ты что думаешь, здесь-то лучше? Пацан приходит, ну допустим, вот этот вот с армии, ему 18 лет, он убежал оттуда. У него в голове-то еще ничего нет. Ну, это я насколько, сейчас, секундочку, это насколько я понимаю, типа какие-то болтари, они распедаливают, разруливают, там, что как у нас. Кстати, видно, знаете, вот даже если сравнивать, сейчас сидит всякая чепуха, в основном всякие барыги, закладчики и наркоманы, вот, а тут видно, что может быть даже какой-то бандос, может даже отсидел, вот, то есть, ну, видно, и как общается, и как он выглядит, человек, вот посмотрите, какой взгляд такой. Он не знает, как двигаться, а тем более в тюрьме. Что говорить можно, а что нельзя. За что спрашивать, за что не спрашивать. Ну а в общем, прозвище у них здесь одно. Вообще везде, где бы ни сидели, автоматчик. Вот, автоматчик. Это разговор за солдат. Типа за спрос там, за армию в тюрьме. Вот. И, блин, у меня вот ролик, там столько людей мне понаписал. Да ты откуда ты знаешь? Ты что ты несешь, и там все живут нормально. Вот, ребят, смотрите, я с ним не знаком. Вы понимаете, я вот когда рассказал вот про как относятся к солдатам, да, в местах лишения свободы, это же не я придумал. Я вам просто рассказываю то, что я видел. Я за что купил, за то продал. Вот и все, не больше и не меньше. Давайте дальше. Автоматчик, он и есть автоматчик. Могут его использовать просто как торпеду. Ну, в смысле, запустить что-то там, разговорить там, допустим, чтобы кому-нибудь рожу набил или еще что-то. Ну, вот, это предел. А ближе уже никуда его не подпустят. Чтобы какие-то, к примеру, там, вопросы решались, что-то куда к людям, уже не подпустят. К людям. Не, ну, тут не знаю, насколько это правда. Но все-таки, знаете, такие 90-е годы, может быть, он, конечно, и это правду говорит. Вот, но не скажу, что прям вот у нас солдатчиков там, ну, солдатчиков, служивших как-то чмырили там или что-то такое, может быть, но в те времена, ну, я же говорю, я немножко застал, когда вот этой фигней еще даже стебали по глазам, то есть ты мог рот заткнуть человеку, если он там, допустим, служил в армии, что-то тебе там с тобой базарит, и ты мог ему сказать вот этим, как бы, ну, степануть по глазам, потому что типа там вот носил погоны, подчинялся, да, тебе там что говорят, то и делаешь. Вот типа вот, ну вот они сидят, наверное, в черной зоне, какие-то там тоже блатари. Вот там как бы нет такой фигни в черных зонах, тем более в те года, чтобы тебе там мент, допустим, сказал, там, опусти воротник. Они ему там в то время слали его на требоку, потому что я знаю, у меня батя тогда сидел, то есть он мне присылал фотки, и как бы я видел, как они там живут, и что там за контингент был. Это не сейчас, которое поколение, и даже не мое, они постарше. То есть там и духу побольше было, и терять было, ну, практически нечего. То есть, ну, видно, что как бы люди имеют прямое отношение к миру криминала. Вот какие дела-то, ребятки. В авторитете уже нет мира.
в авторитете уже не будет. Видишь? Тут такой нюанс, допустим, если по жизни брать, среди черных, этот человек в армии, он на тумбочке стоял с повязкой. Вот. Среди черных это не приветствуется. Они вот за это сидят, здесь в ЗУИ, в изоляторе сидят за то, что они не одевают такую повязку. А что значит они? Я не пойму, что значит они. А ты какой, не черный? Ну, а этот человек сам добровольно, он присягу родине принес, все, одел эту. Видите, я же говорю, ребят, это отношение такое, то есть, ну, это не мной придумано. Это я не взял из башки, там, или что. Просто я вот, понимаете, я там вот прожил реально 12 лет. Я не то, что просидел, я прожил. Насколько я мог преисполниться в этом, короче, ну, познании вот этого мира. Я преисполнился. Потому что я понимал, что мне сидеть долго. Я вот, грубо говоря, там преступник был на тот момент. Освобожусь, я, наверное, опять сяду. Поэтому я все узнавал, даже то, что там было когда-то давно. Раньше сидели все вместе. Те, кто первый раз сидит, и хоть там 10-й раз сидит. И старые арестанты, короче, рассказывали вот про это все отношения. И да, я даже немножко застал, что был такой вот как бы момент, что стебали по глазам за армию. Я не взял это из головы или из воздуха там, из головы не взял. Ну, взял я как бы материал-то из своей головы, но я их накопил не просто так там. Вперед. Невальному повязку и стоял. Все. А это не приветствуется? Нет. Нет, а вот отношения, разница в отношениях, скажем так, старожилов зоны к тем, кто... Кстати, смотрите, всегда людям было интересно. Это вот 90-е годы на VHS камеру какую-то снимает. И сейчас вот по сей день вы в 2021 году или там каком смотрите мой канал. До сих пор людям интересно, что же там по ту сторону забора. Что они там делают, как они там живут. Почему там у них это, почему то, что там за люди, что там за законы. До сих пор это интересно. Приходит, допустим, за какие-то общеуголовные преступления и за воинские, ну, за дезертирство, там, за... Он сейчас спрашивает, короче, ну, там звук плохой. Он спрашивает, типа, какое отношение у старых арестантов, типа, есть ли разница, если обычный зэк сидит за уголовное преступление, неважно там за какой, за тазик, и, допустим, за какое-то военное преступление, дезертирство, либо что-то еще, вот, будет ли там между ними разница? Так называемые эти неуставные, ну, за мордобой, за вымогательство. К ним есть разница в... Мордобой, слово-то какое, блин, мордобой. Я уже забыл его там. За что сидел там за мордобой? Блин, вот это реально. Реально олдовое такое слово. Олдскулы свело даже. Отношений старожилов. Ну, у нас называется, как сказать, в этой жизни автоматное оружие, но есть автоматное оружие. Вот. Ребята, вот, я это говорил. Вот сейчас у меня такое ощущение, знаете, приятное, когда... Ну, оно у вас 100 пудов тоже было, когда ты что-то кому-то сказал, прошло время, и он такой пришел, там, блин, ну вот там так вот, как ты и говорил. Я же говорил, но ты меня не слушал почему-то. А я говорил, но я же действительно, вот, ребят, я понимаю, что большинство, кто меня послушал, там, типа, блин, ну, наверное, серый-то придумывать не будет, и да и зачем ему там что-то, я серьезно, я сказал просто как есть. Вот и все. Ну, то есть, как, вот насколько я узнал, насколько я компетентен, да, в этом вопросе, я вам рассказал. Вот и все. И вот сейчас, смотрите, вот, пожалуйста, подтверждение. Я не знаю какого-то, может, 95-го, может, 98-го, там, какого года, да, а вот это все. Но оно было, ребятки, было. Вот и все. Простой сказ. Никуда он не подпустится рядом. Просто из-за того, что он был в армии. И близко никуда не подпустят. Ну, их место только сапоги чистить, вон, парашу мыть там. Ну, чисто. Но, не знаю, может быть, тогда так и было, но, ну, когда, как бы, я отбывал даже первый свой срок, и еще, как бы, была вот эта канитель, что там кто-то цеплялся все-таки за эту фигню. Ну, такого вот у нас не было, что прям вот какое-то скотское отношение, если просто человек там сидел, он служил в армии, чтобы он, ну, не знаю, парашу мыл там сразу. Ну, парашу там петухи моют. В петухи за это никогда не отправляю. Может быть, но раньше, видите, там, вот эти 90-е, тогда раньше и опускали.
То есть, ну, как бы раньше была такая фигня, действительно, которую вы постоянно там спрашиваете и думаете, да, что в тюрьме чпокают и режут, да, и вот в то время действительно тогда все это было. И резали, и опускали за какие-то косяки. Да, тогда все это было. Вот. Но сейчас этого нет. Я вам хочу сказать, что сейчас, скорее всего, всем вообще похеру. Что там? Вот так. Он уже не может никем стать в нашей жизни, никем. А если он будет продолжать заниматься вымогательством здесь? Здесь его выебут за это. Вот. Кстати, на этом все, ребят. Это маленькое интервью вот этих людей. 2,5 часа, 2,5 минуты идет. Вот. Ну, есть как бы что послушать, о чем задуматься, да. И давайте еще, короче, тут читанем, что комментарии пишут. Так. Люди, кстати, наставили здесь 112 дизлайков, 47 лайков. Ну, блин, ну, это из-за того, что, типа, люди не согласны с ними, да, почему вы так, типа, ну, вот, наверное, кто там служил в армии, наткнулся на этот ролик и вот наставил дизлайков. И, ну, есть же такое, типа, поверье, что там настоящий мужик, он должен либо в армии отслужить, либо отсидеть, либо и то, и другое, вот. Но это, опять же, это какой-то там миф, придуманный там кем-то. Не, на самом деле, вот, раньше не очень хорошее было отношение, как вот вы видите, это действительно так и было. Вот. Но люди смотрят это видео в 2000 там, каком году, ну, не знаю, вот его 5 лет назад выпустили, да, даже в 2015. Вот, и такие, типа, что за канитель, а? Что за канитель, типа, вы что, охерели? И вот что там пишут. Как у авторитетов материться не принято, тем более так на камеру публично. Или я перегибаю с представлениями о местах заключения. Ну вот вы видели? Он сказал матом слово. Видео годов 90-х, если не 80-х. Угу. Базарчика нема, все в цвет. Никем не могут стать, ахаха, а сами короли, что ли? Может, и короли на территории в 1 гектар, а среди нормальных людей никто. Не соглашусь, в то время, как бы, люди, которые там сидели и которые освобождались, да, реально, они, как бы, были не та пехота, что сейчас. Да они сами кто? Все под Богом ходим. Да это понятно. Командировки разные, и тот же блатной получил бы по печени. Есть такое дело, так. Тех, кто служил, могут лишь называться мужиками. Если по жизни в зоне нет косяков, нормальные поступки, если придерживаются понятий, а мужики это фундамент. То есть, если ты служил просто в армии и попал в зону, то все норм. Да. Ну, в мою бытность, вот да, уже и даже стало, что как бы они потом смогли быть блатными. Но не забывайте, что, ну, я действительно интересовался тоже у старых арестантов, и они говорили, что раньше это было все кабзда. То есть все чуть ли действительно не в петушатник. Две клавки сидят, обсуждают, как торпедами работают, ботинки чистят и у параши спят. Никола Питерский пишет. Так, ну ладно. 2 чесотки в глаза бы сказали тем, кто в 95-м Грозный штурмовал. Там, видите, там... Вот как вы не поймете-то, ребят, там другой мир. Там другой мир. И не знаю, как объяснить, но, понимаете, кто-то придумал это понятие. Возможно, они пошли, знаете, когда еще там в штрафбат уходили. Помните, да, вот эту вот историю Казеки, там в штрафбат уходили. Возможно, так. Хрен его знает. Но вот такие там обстоятельства, дела, то есть, понимаете, и вот если туда попадешь, как бы здесь в комментариях можно писать что угодно. Но когда попадаешь туда, тебе приходится играть по тем правилам вот этого места, где ты находишься. Как может попасть солдат за дезертирство или за неуставные отношения на зону, если это компетенция военного суда и садят только таких солдат в солдатскую тюрьму? Типа дисбат. Да вот хрен его знает, как там может быть, как там что происходит. Иногда бывает такое, что и ни хрена, короче, непонятно, но было очень интересно, как говорится. Ну реально, ребят, в общем. Так, у них какой-то еще есть тут прикольный видос. Бунт.
Бунт и еще, короче, какой-то ролик. Я не знаю, ребят, напишите в комментариях, что мне еще посмотреть под под мои комменты, чтобы вы хотели увидеть, услышать. Не обязательно вот такие фильмы. Может быть, вообще какие-нибудь левые, типа там, может, даже корейку посмотреть. Или там, не знаю, любую фигню на ваш выбор. Пишите, я прислушаюсь. Вот. В принципе, на этом все. Этого, думаю, достаточно на сегодня. Пойду погуляю с собачкой, он что-то уже просится. Вот. Этот ролик, он еще раз показывает то, что место такое себе на самом деле. Для меня сейчас это страшный сон. Вот. Я понимаю, что я очень много времени там провел, потерял. Ну, что-то потерял, что-то нашел. Ну, значит, так надо было. А вы берегите себя, ребят, не совершайте никаких плохих деяний, чтобы, не дай бог, не оказаться там. Как я иногда говорю, я уже за вас, за всех отсидел. Вот. Ставьте лайки, пишите комменты, открывайте ссылочки в описании, смотрите, там очень-очень много интересного. Подписывайтесь на мои другие каналы, на ВК, Инстаграм и прочее, прочее, прочее. А с вами был Миша Выплюшка. Давайте, ребят, увидимся.